Сегодня очередной выпуск самых актуальных и чрезвычайных новостей о антикоррупционном комитете Никиты Михалкова и его работе. С недавних пор антикоррупционный комитет очень требовательно относится к подбору новых сотрудников. Поэтому заявки о вступлении в организацию со стороны Сергея Шнурова и певца Вадима Казаченко были отклонены. На этой неделе в организации Никиты Михалкова появился только один новый сотрудник – известная советская поэтесса, автор текстов песен и телеведущая Лариса Алексеевна Рубальская. При помощи антикоррупционного комитета в городах Казани и Владивостоке был арестован личный бизнес сеть ломбардов известной певицы Лаймы Вайкуле. Несмотря на то, что певица живет в другой стране, она на протяжении нескольких лет дистанционно руководила своим бизнесом. Причина ареста – незаконная коммерческая деятельность. Вчера вечером в Санкт-Петербурге в следственный изолятор поместили мужа Ксении Собчак, театрального режиссера Константина Богомолова. Супруг Ксении Собчак будет находиться в СИЗО до 1 сентября текущего года, до решения суда. Причина ареста Константина Богомолова – финансовое мошенничество, связанное с недвижимостью. В течение нескольких лет семья Ксении Собчак владела незаконной риэлторской конторой по продаже недвижимости в городе Санкт-Петербурге. Компания работала с грубейшими правонарушениями и обманула тысячи людей. За последнюю неделю в городах Нижнем Новгороде, Челябинске, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре и Красноярске были отменены концерты известного певца Леонида Николаевича Агутина. Причина отмены концерта – антиполитическая позиция известного артиста и невостребованность его творчества. Неделю назад антикоррупционный комитет, помимо проверки российского шоу-бизнеса, начал жестко проверять имущество, недвижимость и финансовые счета депутатов Госдумы, а уже сегодня появились первые результаты. Сегодня утром, прямо во время очередного совещания в здании Госдумы, появились службы спецназа и ОМОНа, а также сотрудники антикоррупционного комитета во главе с Никитой Михалковым и министром обороны Российской Федерации Андреем Белоусовым. В результате следственных работ было арестовано 17 депутатов, а также высокие полицейские чины, включая генерала-майора внутренней службы Алексея Шаманова и генерала-лейтенанта Сергея Потапенко. Некоторые депутаты попытались скрыться и покинуть здание через запасные выходы, однако их бегство было предотвращено благодаря службе спецназа и членов антикоррупционного комитета. На данный момент под следствием находится 17 депутатов. Еще 10 были вызваны в полицейский участок для дачи показаний. Глава антикоррупционного комитета Никита Михалков подчеркнул, что это только начало, и за этим последует более серьезная проверка. В Санкт-Петербурге в квартире известного певца Стаса Пьехи прошел обыск. У артиста была обнаружена незадекларированная валюта в евро и долларах на общую сумму 70 тысяч евро и 50 тысяч долларов. Также причиной обыска стала антиполитическая позиция Стаса Пьехи. Известный артист полгода проживал в Латвии, а потом вновь вернулся в Россию. 2 дня назад организацией по борьбе с преступностью и коррупцией во главе с Никитой Михалковым исполнился ровно год. По этому случаю практически все сотрудники антикоррупционного комитета побывали в Кремле на приеме у Верховного Главнокомандующего. Владимир Путин поздравил антикоррупционный комитет с первым юбилеем и отметил, что наличие подобной организации в современной России является кардинально важным решением. Помимо этого, в честь юбилея некоторые сотрудники антикоррупционного комитета были удостоены высоких правительственных наград, а в частности актер Сергей Никоненко, Раймон Паулс, Константин Хабенский, Владимир Винокур, Лариса Удовиченко, Алиса Фрейндлих и Игорь Скляр.
Однако юбилей антикоррупционного комитета был омрачен страшной трагедией. 2 дня назад на передовой спецоперации трагически погиб родной сын министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, майор Сергей Белоусов. 32-летний молодой человек принял героическую смерть. Он вывел из окружения своих товарищей, однако сам погиб в результате тяжелых ранений. Сын министра обороны Российской Федерации Сергей Андреевич Белоусов не искал в жизни легких путей. Он провел срочную службу, учился в военном училище и почти 2 года находился в зоне спецоперации. Сотрудники антикоррупционного комитета и лично верховно главнокомандующий принесли Андрею Белоусову глубокие соболезнования по поводу смерти сына. Однако Андрей Ремович, несмотря на семейную драму, не стал брать отпуск по семейным обстоятельствам и продолжил свою работу на руководящей должности и в антикоррупционном комитете. Антикоррупционный комитет официально сообщает, что сегодня в женский следственный изолятор города Москвы была направлена дочь бывшего министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу, Ксения Шойгу. Причина ареста – получение крупных денежных взяток, финансовое мошенничество и незаконные коммерческие контракты, связанные со спецоперацией. Накануне в Перми в колонии общего режима скончался сын легендарного советского актера Юрия Никулина, бывший генеральный директор московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин. Максим Никулин был осужден 1,5 года назад на 12 лет за финансовое мошенничество в особо крупном размере. Смерть Максима Никулина наступила в результате сердечной недостаточности. Пресс-служба антикоррупционного комитета сообщает несколько печальных новостей из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Сегодня утром на трассе Санкт-Петербург-Москва в ДТП попала известная певица 90-х годов Татьяна Овсиенко. Певица получила многочисленные травмы и переломы. В крови Татьяны Овсиенко был обнаружен алкоголь. По данным прессы, Татьяна Овсиенко уже несколько лет испытывает большие проблемы со спиртным. Члены антикоррупционного комитета побывали на Ваганьковском кладбище и почтили память известного советского и российского актера Георгия Буркова. Георгию Буркову совсем недавно мог бы исполниться 91 год. В эти дни день рождения празднуют известные советские и российские артисты Евгения Симонова и Виталий Хаев. Евгении Симоновой исполняется 69 лет, а Виталию Хаеву 59. Уважаемые зрители, если вы желаете выздоровления членам комитета и поддерживаете их деятельность, то можете поставить лайк под видео и написать поддерживающий комментарий.